Сегодня у нас в гостях Виктор Березкин, один из представителей русской выставки в галерее Лейка Вена и Star Effects. Витя, привет. Рад тебя видеть. Расскажи, пожалуйста, с чего началось твое увлечение фотографией? Вот, как ты к этому пришел и до этого докатился? Я был инженером, и моя обязанность ходила делать проекты, делать фотографии высоковольтных опор. Мне давали с собой такую обычную цифровую мыльницу. Я выезжал, сначала снимал опоры, эти высоковольтные провода, а потом начал, то есть смотрю, природа красивая. Нажал. Потом мне купили в конторе большой черный фотоаппарат. Я стал фотографировать корпоративы компании, и вот я стал так фотографом. Потом, я знаю, то есть уже в сознательном возрасте ты пришел к этому и поступил на журфак МГУ. Да, это был очень такой, то есть уникальный случай. Это была случайная встреча в метро. И я увидел то есть одного мужчину с рюкзаком фотографа, такого, то есть статный, такой, то есть похожий на фотожурналиста, такой, то есть в возрасте, но такой, настоящий фотограф. Да, такой настоящий фотограф. И потом я не выдерживал, я к нему подошел, то есть как бы спросил: вы фотограф? Он сказал: да, я фотограф. Мы так познакомились. Это оказался преподаватель с факультета журналистики Дмитрий Ильич Линников. Он впоследствии стал моим учителем. Он же меня пригласил на журфак учиться. И это, то есть, была такая судьбоносная встреча. Но, как говорится, случайных встреч не бывает, да. У меня был случай очень интересный. Я сделал первую фотографию, которая была опубликована на обложке в газете. И это, в принципе, то есть именно послужило именно тем поводом, чтобы я пошел учиться в МГУ. Это, можно сказать, тоже. То есть, да. Это была девочка. Она играла в фонтане. Рядом сидел мужчина и сказал: это очень интересно, вот вы сейчас только что сделали фотографию, а вы могли послать бы ее в газету местную? Обычно есть два пути. Это либо ты с детства этим занимаешься, либо вот как ты, получив какое-то там первое образование, определенный опыт, человек вдруг уходит в фотографию. Так было со многими людьми. Я знаю фотографов, которые были архитекторами, музыкантами, даже врачами. Насколько помогает тебе твой опыт проектировщика в фотографии? Наверное, он, скорее всего, не помогает именно проструктурировать свою работу, сделать крупный план, общий план, ответить на вопросы, что, где, когда. Я вот видел несколько твоих проектов, знаю, что ты снимал, был у тебя такой период, довольно много бэкстейджей на всяких неделях моды. Да. Потом ты снимал спорт. Был проект, который был посвящен неонатологам. Это те врачи, которые спасают жизни детям, которые родились раньше срока. У нас была выставка, которая была открыта на День недоношенного ребенка. Конечно, такое странное очень, то есть название День недоношенного ребенка, да, но тем не менее он есть. Этот проект делался во многих городах России. И присылались фотографии, они показывали свои и в интернете, и была выставка на Гоголевском бульваре. Наверное, один из самых важных проектов, который был у меня. И один из моих достаточно длительных проектов, который я уже продолжаю снимаю, это «Неделя моды в России». В самый первый день, когда я пришел снимать «Неделю моды», меня оттуда вывели под руки охрана. То есть, потому что я снимал девушек, как они переодеваются. Они меня подвели, то есть, именно к директору, сказали: вот он снимает, как девушки переодеваются. Почему? Они мне нравятся. Как-то, то есть, так пошло дальше, что мне простили эту мою выходку. Сиденье, я делаю с ними этот проект. То есть, я им отдаю фотографии, они рассылаются, куда-то уходят, публикуются по всему миру. Насколько важна для тебя оказалась твоя учеба на факультете фотожурналистики? Это прекрасный вопрос, он очень самый важный в моей жизни на самом деле. Это именно просвещение и просветление в прямом смысле слова. Ты приходишь, у тебя есть куча много вопросов, и ты находишь на них ответы. Это самый замечательный год в моей жизни. Я вижу, ты рассказываешь, у тебя глаза горят. Да, это просто, ребят, это... Я вот, готовясь к этой встрече, посмотрел несколько твоих проектов, они все довольно разные. И цветные, и черно-белые, и совсем разная тематика. Как ты выбираешь тему для своих съемок? Я не выбираю их. Они сами на меня находят. Я могу просто идти на улицу, да, то есть увидеть какой-то момент, запечатлеть какой-то временной пласт нашей жизни, да, сейчас. Человек самое важное, что может быть в этой жизни, его жизнь, да, чтобы она была сохранна.
Как бы ты сам определил тот жанр, в котором работаешь? Скорее всего, это можно было бы обозначить так. Это исследование жизни. В Вене ты выставляешь свою серию «Бакшевская масленница». И я не буду спрашивать про эти ударения. Вот. Почему ты решил именно ее показать? Бакшевская масленица – это очень интересный праздник, который проходит раз в году. Это проводы зимы. Люди собираются на большой огромной поляне. Приезжает много тысяч человек и провожают зиму. Жгут чучело, едят блины, штурмуют крепость. Там очень много различных конкурсов. Он проходит все время в разном месте. Люди готовятся к нему, выбирают какое-то место, которое находится в какой-то точке в Московской области. И потом в социальных сетях, в закрытой группе, они делают карту и ее там выкладывают, чтобы люди могли добраться на этот фестиваль. Эмоциональная радуга различная, да, то есть ты можешь идти и встретить человека, который одет в костюм крокодила. Там люди добрые, они интересные, там проходит все, никто никого не обижает, все веселятся, отдыхают. Это очень интересный фестиваль, и я буду продолжать с ним еще работать, буду продолжать то есть его снимать. Возможно, даже возьму палатку и поеду вместе строить этот массострой. То есть это такой долгоиграющий проект, который ты снимал Мне очень интересно, несколько раз, да. правильно я понимаю? Да. И собираешься продолжать? Да, ну, то есть, в частности, то есть та история, которая была выставлена, она была снята одним днем. Я хочу продолжить эту историю, и вообще не только эту историю, а уже пойти шире и посмотреть, как люди на Руси празднуют какие-либо праздники. Как ты решаешь цвет или ЧБ? Это какая-то проектная тема определенная, да? Цвет делать более правильно, на самом деле, да, потому что мы видим цветные изображения. Черно-белая фотография, на мой взгляд, это такой потусторонний мир. Вот как вот я снимал «Неделю моды», да? Я готовился к ней, и я знал, что эта неделя моды будет на черно-белая. Ведь скажи, вот сейчас уже почти в середине 21 века, мы живем в цифровом мире, все фотографии в облаках, в инстаграмах. Насколько важно, тебе кажется, печатать фотографии, вообще оставлять какие-то материальные свидетельства своего существования, своей работы? Вот здесь вот я спас один журнальчик, вот такой журнал USSR. Я считаю, что было бы очень здорово, если бы в современном мире издавалось бы больше журналов, которые печатали бы фотографии и рассказывали современные истории. То есть какие эмоции? Какие эмоции настоящие, да? Чем больше, тем лучше печатать на фотографии. Скажи, пожалуйста, ведь я знаю, что ты снимаешь лейками. Как случился твой роман? У меня в голове родился совершенно безумный план. Я решил снять чемпионат мира по футболу на камере лейка. Совершенно отличается съемка на лейку и на другие камеры скорострельные. Лучше всего снимать спорт лейкой одним кадром. Это прям такая охота снайпера. И мне она так понравилась, что я очень увлекся этим. Мне вот очень нравится камера, как она работает. Мне очень приятный звук затвора. Ну, это все фразы банальные. Спасибо, Витя. Виктор Березкин. Его «Бакшевскую масленицу» можно посмотреть в галерее «Лейка» в Вене в эти дни. Берите свои камеры, снимайте.